Всем привет! Я сегодня продолжаю рубрику «Выходные в эконом-режиме». Сегодня я отправлюсь на север Европы, в столицу Финляндии, в город Хельсинки. И сделаю это в эконом-режиме, постараюсь потратить как можно меньше и увидеть как можно больше. Ну, как вы уже поняли из названия, что-то пошло не так. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Напомню, что я проживаю в городе Дублин, Ирландия. И полет мы сегодня из Ирландии в Финляндию через Лондон, с пересадкой в Лондоне. Пересадка довольно-таки короткая, надеюсь, не возникнет проблем на границе. Но с англичанами они периодически возникают, так что fingers crossed, как говорят здесь. Так как я еду в эконом-режиме, я не использую такси, а использую общественный транспорт. То есть до автобуса мне минут 20 идти, а потом я сяду на автобус и доберусь до аэропорта. На удивление британскую пересадку я прошел довольно-таки быстро. Проблемы у меня возникли как раз-таки в Дублине с чек-ином, так как я имею русский паспорт, а все регистрации я должен проходить в аэропорту. Собственно, с меня сначала хотели взять 50 евро за то, что я не сделал чек-ин онлайн. После моего объяснения, что у меня русский паспорт, а я должен его сделать здесь и сейчас. Человек долго сомневался, куда-то смотрел, что-то читал. В итоге чек-ин он мне сделал, дал мне билет из Дублина до Лондона, на что я его попросил: дай мне билет из Лондона до Хельсинки, я все равно лечу в вашей же компании. Он сказал: нет, это другой аэропорт, так что занимайся этим там. Я сказал: огромное тебе спасибо, хорошего дня и хорошего вам, как говорится, настроения. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну а мне пришлось бежать в этот раз, кое-как успел на самолет. Приехали в Хельсинки. Сейчас попытаюсь найти, как добраться до города. Правда, уже 10 вечера, и Google Maps мне говорит, что уже транспорта нет. Ну, попытаемся. Вот видите этих прекрасных парней во главе со старшим сержантом Лавровым? Ох, если бы я знал в тот момент, что мне придется познакомиться поближе с этими бравыми парнями, то точно бы развернулся и полетел обратно домой. Как говорится, знала бы прикуп, жила бы в Сочи. А где вы живете? В Сочи, милок. Понаехал я в Хельсинки, купил билет на поезд до центра. Собственно, как мне сказали, любой поезд идет в центр. Цена билета оказалась 4 евро, и купить его можно в любом киоске. Я бы сказал, с дизайном аэропорта они вообще не парились. Просто бетон. Что отличает европейское метро от отечественного? То, что в нем можно свободно разговаривать. Вот такой вот вокзал центральный в Хельсинки. Выглядит довольно-таки обыкновенно. Снаружи он выглядит просто феноменально. Мне очень нравится архитектура этого вокзала. Сейчас вечер, снимать, наверное, не буду. Сниму и покажу вам завтра. План был пойти в хостел, но как тут удержаться от соблазна полетать? Особенно, когда твои выходные такие короткие, и ты очень редко бываешь в Хельсинки. Итак, Сенатская площадь и кафедральный собор Хельсинки. Собор Святого Николая. Я обязательно сюда вернусь днем. Ну, а почему бы вам не полюбоваться ночными пейзажами этого собора? В хостеле поутру меня поразил писсуар с видеографикой достопримечательностей Хельсинки. Если бы я был бы Вангой, я бы точно остался бы в хостеле и отснял бы сюжет для вас из хостела. О хостеле. Ну, какой угодно. Ну,
точно бы не выходил бы из хостела. Как вы видите, хостел имеет звучное название Cheap Sleep Helsinki. Сами понимаете, режим-то у нас, так сказать, эконом. Одним словом, здоровенный хостел, 4-этажный, большие комнаты, большие помещения, общие помещения, кухня, душ, все как положено. Что не может не радовать, рядом с хостелом имеется 24 часа магазин. В отличие от Дублина, откуда я принаехал, в Дублине у нас вообще нету магазина 24 часа. А вот в Финляндии, собственно, пожалуйста, на каждом углу, на каждом районе имеется магазин 24 часа, то есть можно прийти и купить себе еду. Комната выглядит примерно как купе в поезде, одним словом коридор, и по сторонам идут кровати, но двухъярусные, но при этом кровати отделены такими отсеками и стенами. То есть если сосед храпит, то, собственно, вы его не услышите. Если, честно говоря, убрать автомобили и представить, что из-за угла сейчас выйдет какая-нибудь повозка, то, собственно, вы можете... Можно себе представить, что вы оказались в начале прошлого столетия где-то, скажем так, в Самаре. На самом деле такие деревянные райончики имеются почти в каждом крупном, как минимум, городке Финляндии. Я много поездил по Финляндии в свое время и много видел таких районов, и они вполне действующие, там живут люди, видите, обустроенные. То есть, но, честно говоря, зимой, когда здесь минус 30 ударяет, видите, окна здесь такие олдскульные тоже, и поэтому дом приходится постоянно прям топить. И там также печь вон присутствует, видите, трубы. То есть по старинке дровами их топят по полной, прям не прекращая. То есть, не знаю, с одной стороны, Финляндия очень современная и развитая страна, но вот есть такие районы. С одной стороны, это дань истории, а с другой стороны, это, так сказать, не камильфо в них жить. Ну, правда, если убрать автомобили, посмотрите, то есть вы оказались, и вот эти знаки, то буквально 100 лет назад в Финляндии. Такие простенькие дома, наверное, не сильно отличаются от домов в вашем городе или районе. Просто такой блок и немножко граффити. Знаменитые трамвайчики финские. В Хельсинки, надо сказать, очень сильно развитая трамвайная транспортная сеть. По всему городу, собственно, можно добраться в любую точку, и очень экологичный транспорт. Финны вообще очень экологичные ребята и бережно следят за природой своей земли. Спокойный утренний воскресный Хельсинки. Скажу пару слов о моем хостеле. Хостел я снял за 46 евро на 2 ночи. Находится он недалеко от центра, буквально одна остановка на поезде, ну или парочку остановок на трамвае. Ну, я вот поутру решил прогуляться по Хельсинки, посмотреть, как простой народ живет. Хостел, кстати, выгодно расположен недалеко от поезда, собственно, который ведет в аэропорт. То есть завтра на обратном пути я буквально, я думаю, за 4 евро домчусь до аэропорта и полечу в свой дождливый Дублин. Такое живописненькое здание. Такое типично финское, из красного кирпича. И тут же соседствует такой
стекольное здание. Стекольно-бетонное, стекольно-железное. Современное, одним словом. Воскресный рынок только начинает оживать. Торговцы только приехали. А я уже спешу снимать вам контент. Привет, короче, на банк-музей. Потому что он, естественно, в 8 утра-то закрыт. Но вполне выглядит интересненько. Заглянуть туда. Там, видимо, еще ремонт. Интересно, он закрылся или только открывается? Значит, что все надписи на финском и шведском. Мало чего понятно. Начнем утро с любви. Итак, ребята, я в Хельсинки, на Сенатской площади. Вот за моими плечами собор. Так выглядит Сенатская площадь. Здесь, правда, к какому-то концерту люди готовятся. Видимо, вечерком будет пати, а сейчас саундчек. Такая вот центральная площадь. Не правда ли немножко напоминает Санкт-Петербург в уменьшенной модели, так сказать. Так, ну ладно, давайте разберемся, кто такие вообще финны и откуда Финляндия появилась на этой планете. Финляндия, по сути, находится в Скандинавии, но никто из скандинавов не считает финнов скандинавами. И на самом деле правильно делает, потому что финны к ним мало относятся. Давайте разберемся, почему. Давайте, наверное, начнем с самих скандинавов. То есть это шведы, норвежцы, датчане. То есть это те парни, которые были викингами. Если вы посмотрите на карту Финляндии, вы найдете множество поселений на побережье, и по большей части это будут шведские поселения. Да? Финляндия, надо сказать, двуязычная страна, тут два официальных языка, финский и шведский, хотя при этом всего 5% населения является шведами. Но, тем не менее, они, видите, уважают соседей и историю своей страны, и не против языков соседей. Ты что, финский усвоил? Итак, шведы жили на побережье и занимались рыбной ловлей и, так сказать, мореплаванием. Да? И однажды они обернулись и увидели, что из леса выходят люди. И этими людьми как раз-таки оказались финны. Да? Для шведов это было диковато жить в лесу, а финны предпочитали жить в лесу. И если вы посмотрите ту же карту Финляндии, все города, что находятся внутри страны, так сказать, и ближе к Карелии, то есть это уже финские, карельские поселения. Да? Было дело, много лет назад я ехал из Хельсинки в Санкт-Петербург на маршруточке, и со мной оказался финский историк, который хорошо говорил по-русски, так как у него русская жена, и 15 лет он прожил в России. Рассказал мне историю Финляндии, кто такие вообще финны. Не удивляйтесь, но финны изначально китайцы. Да-да, китайцы. Да. Как он мне поведал, много лет назад в Китае было 5 княжеств, так сказать, и один из императоров начал, мягко говоря, гасить всех. Уже практически поработил всех, кроме одного княжества. И они, поняв всю суеты, собственно, решили бежать. И рванули они через Русь. РНР тогда еще не летал, поэтому они пешочком. Шли они через Русь 300 лет, и где-то там на Урале, либо на Волге, в центральной части России, собственно, разошлись. Почему, непонятно, но так вот случилось. Одна часть пошла в Центральную Европу и стала венграми. Другая часть пошла в район Скандинавии и стала финнами. Ну, а третья часть там и осталась. То есть это Мордова, да, на Руси, Венгрия в Центральной Европе, и в северной части Европы это Финляндия.
Но вот так нас пораскидала судьба, что мы живем в разных странах. И у нас очень интересная история. Что было дальше? Но также эту территорию населяли шведы исторически. И частично, и большую часть, я бы сказал, времени она принадлежала шведам и шведскому королевству. Да. Но шведы жили на побережье в основном, потому что они исторически были викингами, мореплавателями и так далее, а в лес они боялись ходить. А финны, наоборот, предпочитали жить в лесу. Да и, собственно, лесов там и по Руси было полно. Они попривыкли, пока шли за 300 лет-то. Да. Да и сауну они то ли от нас взяли, то ли мы взяли от них. Вот это парилка нахуй. Эх, за этой парилкой на ней надо жить. Также они солят огурчики, ходят по грибы. То есть, собственно, финны практически русичи, недалеко от русичей ушли. Да и последние 100 лет перед независимостью они, собственно, принадлежали Российской империи. В результате русско-финской войны, мужик, очнись, это была русско-шведская война. Финляндия отошла от России и до 17 года принадлежала Российской империи, являлась финской губернией в составе Российской империи. Но при этом имела свое собственное правительство, свою конституцию и так далее. До, собственно, момента революции как-то все произошло. Одним словом, дедушка Ленин договорился с Маннергеймом, чтобы тот предал и не приходил защищать Санкт-Петербург во время революции. А за это он ему пообещал отдать Финляндию. Революция, как мы знаем, произошла. Финляндия была отдана Маннергейму и стала независимой. Ну, это я, конечно, утрирую. Я, конечно, свечку-то там не держал, когда Ленин договаривался с Маннергеймом, да? Но, тем не менее, естественно, была гражданская война, красные против белых и так далее. Но по итогу Финляндия стала независимой, с чем я ее, собственно, и поздравляю. Но другой дедушка Сталин ее решил в 30-е годы забрать себе обратно, да? Случилась русско-финская война. Но финны очень хорошо знали свой лес, и поэтому, как минимум, не проиграли эту войну. Конечно, потеряли много территории. Граница была отодвинута от Санкт-Петербурга. Карельский перешеек и Карелия перешли под знамена совков, так сказать. А Финляндия все-таки осталась независимой. Да? Вот такая краткая история Финляндии. Ладно, погнали дальше. Finlandia, Finlandia. Итак, собор Святого Николая, также кафедральный собор. Строительство собора велось по проекту Карла Людвига Энгеля в период с 1830 по 1852 год. Кстати, параллельно в то же время в Петербурге строился Исаакиевский собор. Как мы видим, имеются некие сходства. Кафедральный собор Хельсинки, так же как и Исаакиевский собор, имеет, так сказать, пятикупольную систему постройки. Собор относится к евангельско-лютеранской церкви. Кстати, эта церковь является основной в Финляндии. Как я уже упоминал, Сенатская площадь очень напоминает Дворцовую площадь города Санкт-Петербурга. И в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга, как мы знаем, имеется стела. Но вот в Финляндии вместо стелы установили памятник Александру II. Памятник великому князю финляндскому и российскому императору Александру II был установлен в 1894 году. У подножия памятника разместились фигуры, что олицетворяют мир, закон, просвещение и труд. Кстати, деньги на установку памятника и на его изготовление собирал финский народ. Итак, Успенский собор был построен в 1868 году по проекту Горностаева. Построен он был, как вы видите, из красного кирпича, что был привезен с Аландских островов, где, в свою очередь, была разрушена крепость Бамарсунд в результате Крымской войны. Как вы помните из моих предыдущих роликов, я в церкви не хожу, так как боюсь сгореть.
Поэтому полетал снаружи. Вот, собственно, наслаждайтесь видами. Так вот выглядят финские трамвайчики. С мумией. Мумитроль. Это, кстати, такой знаменитый герой финский, мультяшный. Вот он нарисован на Мумитроль. Мультяшный герой финский. И правительственное здание какое-то финское с флагом Финляндии, а он там Швеция. А вот там православная церковь, кстати. На рыночной площади я обнаружил вот такой вот фонтан с прекрасной девой и с морскими львами, что омывают ее струями воды. Не правда ли прекрасные футажи? Прекрасный вид шведского флага на фоне собора. Также финский флаг, как вы видите, на фоне собора. Великолепно наснимал, я считаю. По крайней мере, мне нравится. Надеюсь, вам тоже. Поставьте лайк тому, кому это нравится. Но вот мне обошлись эти футажи довольно-таки дорого. В районе 300 евро. А точнее, именно 300 евро вышел штраф за эти фото. То есть, примерно вот в этот момент я начал слышать финскую речь позади меня. Ну, собственно, ничего удивительного, вроде бы как финская же речь. Я же все-таки в Финляндии. Но потом она почему-то перешла на английский, и, обернувшись, я увидел двух прекрасных полицейских. Милицию завели, дело шьют. Ребзя. Поснимал я, попутешествовал по Хельсинки. Блин, пока снимал видео собора с дрона, ко мне подошли товарищи полицейские. Ох, чуть-чуть. Очки где-то потерял. Ну ладно. Пока снимал видео с дрона, ко мне подошли полицейские. Сказали, что запрещено здесь снимать. Я посадил свой дрон, сказал, извините, типа не знал. Они говорят, все, будете платить штраф туда-сюда. Я говорю, ну хорошо, заплачу штраф. Они такие, ваши документы. Я им показываю свой русский паспорт. Они говорят, чувак, не, мы-то у вас изъимем дрон. Я говорю, пошли вон, я типа не отдам вам дрон. Они опять кому-то позвонили и такие говорят, ну тогда вам нужно проехать с нами. Я говорю, ну пофиг, пойдем проедем. Посадили меня назад как преступников, бобик местный, довольно-таки комфортный, кстати. Поснимать не удалось, они меня все изъяли. Привезли меня в полицейский участок, там я минут 30 посидел. Ко мне подошел какой-то другой коп, говорит, так, вам нужно проехать в другой участок. Я говорю, блядь, ну похуй, поехали. Отвозят меня в другой участок, там меня еще раз обыскивают. Потом говорят, ну, один коп говорит, ну пойдем со мной. Я говорю, ну пошли. Идем. Поднимаюсь я на лифте на второй этаж. Иду по коридору и понимаю, что по сторонам двери железные такие, основательные, с номерками. И он мне выдает бумажку с моими правами и, собственно, с номером. Я говорю, слушай, чувак, это что, тюрьма, что ли? Он говорит, ну да. Я говорю, блядь, ты куда меня привел? Я говорю, чувак, я просто снял не там то, что не надо было, и все. И ты меня в центре города, и вы меня в тюрьму? Он такой, ну да, блядь. И, короче, меня в тюрьму отвели. То есть такая одиночная камера, все из бетона, стол бетонный, стул бетонный, плита бетонная вместо кровати. И, короче, меня туда. При этом, что самое ужасное, что они разувают тебя, прежде чем ты туда заходишь. То есть ты босиком по бетону ходишь. То есть пипец. Я там часа 4 или 5 прочалил. И потом ко мне приходит, типа, дознаватель туда-сюда. Отводит. Мы с ним мило болтаем. И говорит, ну это все хуйня, короче, на тебе штраф. Но, так как ты с ним не согласен, ты можешь его не платить.
Я говорю, блядь, вы нахуя у меня вообще 4 часа здесь держали? Он говорит, ну это скорее всего потому, что у тебя русский паспорт, сейчас такая обстановочка, что как бы сам понимаешь. Я говорю, блядь, зашибись, чуваки, спасибо вам за выходные. Ну, то есть вот как-то так и оттопырился. Но надо сказать, все очень вежливые такие, культурные довольно-таки. То есть... Но, правда, там кнопочка такая была в камере, вызвать человека, чтобы тебя в туалет отвел, потому что туалета там не было. Вот эта зараза с 5-го раза ко мне пришла. Ну и еще как-то через час, наверное, после того, как меня закрыли, ко мне прибежали, спросили, вам нужен адвокат? Я говорю, погодите, я что, арестован? Меня посадили в тюрьму, что за хрень вообще происходит? Я говорю, я сам не знаю, нужен ли мне адвокат. Короче, да, вот так вот я оттопырился финской в камере предварительного заключения, как у них это было написано. Ну, а потом ну, сейчас мчусь в центр, может, что-нибудь успею еще поснимать. Но на самом деле я это все наговорил на эмоциях. Сами посудите, если бы финский турист приехал бы в Москву на Красную площадь, запустил бы дрон и начал летать над Кремлем, как вы думаете, где бы он закончил? Так что во всем виноват я сам. Как и обещал, центральный вокзал Хельсинки снаружи. У меня с ним связанные впечатления. Я первый раз за границу попал как раз таки здесь. Наступил так на забугорную землю. Нас сюда, кстати, подвезли. Я сюда не на поезде приехал, нас сюда подвезли на Форде Транзит стареньком. И мы рванули на Пункт-Ла-Рок играть панк-рок. Че, куда? Я не понял, куда прикладывать. По итогу, после всех моих тюремных приключений, я все-таки встретился со своими друзьями, и мы отправились на остров Суоменлина, где расположена старая шведская крепость, ну, либо старый шведский форт. На этот остров можно добраться на небольшом паромчике, что отходит из центра города. Стоимость проезда около 8 евро туда-обратно. Ну и затратите вы на дорогу в один конец порядка 15 минут. Так сказать, на тюремной баланде-то не разжиреешь. И я немного проголодался, и первым делом мы заскочили в местное кафе на острове. На то, чтобы подкрепиться, у меня ушло порядка 15 евро, и мы отправились в путь по острову. Цены мне напомнили цены в Дублине. Одним словом, Финляндия не дешевая страна Евросоюза. Ух, ё! Что-то вы меня завели, конечно. Завелся? Завелся, да. Завелся. Такие не перерываются? Но у меня не видно на камере, значит нормально. Как вы помните, Финляндия принадлежала не только Швеции, но и Российской империи. Вот эти громадные пушки были выпущены Пермским сталепушечным заводом и охраняли финскую крепость, которая в свою очередь охраняла город с морской, так сказать, стороны. Также каким-то образом мы здесь обнаружили деревню хоббитов. Не правда ли похоже? На самом деле это защитные сооружения, в которых, собственно, хранились, видимо, снаряды, либо именно находились казармы. Одним словом, защитные сооружения от выстрелов с кораблей. Он выходит с другой стороны. А с другой стороны крепости, снаружи ты имеешь в виду? Нет, по этой же стороне, но в смысле дальше. Ну да, я понял. А тут идти нормально, не споткнемся? Я просто ни черта не вижу. Нет, здесь нормально. Даже после тюремной отсидки я подумывал запустить дрон над этим островом. Но мои друзья сказали, что на острове имеется военная часть, и поэтому лучше бы его не запускать. Так что крепость является не только
так сказать, музейным экспонатом для туристов, но и выполняет до сих пор свои частично функции охранные. Или, если вам угодно, охранно-защитные функции Хельсинки. Если честно, крепость мне напомнила Петропавловскую крепость в городе Санкт-Петербург, которая охраняет город с водной ее стороны, так сказать, с водной части, со стороны Финского залива. Видимо, в те времена так было принято строить крепости, водные крепости неподалеку от городов и охранять их таким образом. Как вы видите, паромы довольно-таки комфортабельные и уютные. Если штормить не будет, то вы насладитесь поездкой и видами, что открываются с паромчика. Да, кстати, немного статистической информации о Хельсинки. Хельсинки – это столица Финляндии. Вместе с окрестностями популяция Хельсинки насчитывает около 1 миллиона. Это крупнейший город Финляндии. Город располагается на побережье Балтийского моря и является, естественно, портовым городом. До 1926 года Хельсинки носило название Гельсингфорс. Это именно шведское название старинное этого города. Но после обретения независимости его переименовали в Хельсинки. Финляндия насчитывает около 180 тысяч озер, и тем самым эта страна получила прозвище «Страны тысячи озер». Да, кстати, для того, чтобы поддержать моральный дух отсидевшего человека в финской тюрьме, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал. Я надеюсь, я больше не буду попадаться и буду снимать вам как можно больше и как можно больше полезной информации буду доносить до вас. Вечерний Хельсинки. Прогулявшись по вечерней набережной Хельсинки, мы набрели на замечательный такой вот простецкий жилой дом. Как вы видите, узоры, обрамляющие вход в подъезд, довольно-таки исторические. Внутри. Финны против свастики. Внутри. Так бы они на дверь бы повесили. Также мы набрели, так сказать, на городской арт, что был создан из разбитых бутылок. Находится он, я так понял, в зоне офисов. И по итогу, найдя правильный бар, мы закончили свой вечер душевными разговорами и вспоминая былое. Итак, дамы и господа, мой вечер закончился в симпатичном финском барчике. Денек у меня был довольно-таки стрессовый, и решил я починить этот стресс знатным финским напитком под названием минту. То есть это местный ликерчик с мягкими нотками, нет, даже я бы сказал не с мягкими нотками, а с мощнейшим ментоловым ударом прямо вам в челюсть под названием минту. У меня есть история про минту. То есть было дело, с моей бывшей бандой мы гоняли в тур в Финляндию, и с нами поехали наши вторые половины дамы. Ну и, собственно, мы выходим такие себе. Конечно, мы взяли в дьюти-фри минту, пришли в бар, в клуб и играть концерт. Наши могли выходить на сцену, мы такие решили, ну хорошо, мы сейчас отыграем, придем обратно и жахнем минтица, так сказать. Мы выходим, отыграем, возвращаемся, сидят две наши дамы, минту кончилась, дамы веселые, мы так ухнули, ахнули. Но с тех пор мы этой ошибки не повторяли. С тех пор мы берем минту на сцену. Тем не менее, это видео планировалось как выходные в эконом-режиме.
Выходные немножко у меня не задались, как вы видите, но если вам интересна эта тема, экономное путешествие по Европе, то вот здесь вы где-то найдете ссылочку на мое путешествие в Риме. Также в эконом-режиме в течение одних выходных я посетил Рим. Довольно-таки интересно. Надеюсь, вам тоже это понравится.